Начнем, пожалуй, с самого простого момента. Как правильно пишется имя? Данил или Даниил? Ведь это разные имена, а к нашему герою выпуска часто привязывают оба из них. Многие в соцсетях обращаются к нему по имени Даниил, но на самом деле в этом случае только одна буква И и его имя Данил. На тренировках в кругу близких друзей и товарищей к парню обращаются по прозвищу Денчик. Страх элементов. У Данила сейчас нет особого опасения делать жесткую динамику на улице, так как с самого начала тренировок он просто делал ее во дворе. Первые 2 года он тренировал ее без матрасов, а после появления страховки психологически стало гораздо легче делать элементы. Но это не значит, что страх пропал вовсе. Приглушить это чувство можно так. Первое. Учить элементы через подводящие или через более легкие упрощенные версии выполнения элементов. Второе. Вы можете прийти на площадку, включить свой любимый трек, который вас мотивирует, и, конечно, под крики и поддержку друзей просто взять и попробовать элемент. Данил часто пользовался именно вторым вариантом, но более безопасным считает обучение через подводящие. Обычный день Азарова. Проснулся, покушал, учеба в колледже до 14 часов, пришел домой, вновь покушал, переоделся и на тренировку, которая занимает в среднем 4-6 часов, но это не чистый тренинг. Ребята общаются, снимают видео, перекусывают. После тренировки ужин, делают уроки и в 12 часов отбой. Помимо воркаута нет особо увлечений, кроме обработки фото и монтажа видео. Если тело позволяет, то тренируется каждый день. Реже бывает такое, что перерыв 1-2 дня. База. За первый год занятий с нуля в подтягиваниях 30 повторений, брусья 30, от пола 80, а выходов на 2 только 5 раз. Этот год был посвящен исключительно базе, что Данил рекомендует и тебе. Первый год был самый сложный. Тренировки до отказа 5 дней в неделю, никакой программы не было, но были важные моменты. Каждое занятие атлет делал новые упражнения. Не было такого, чтобы проводил одинаковые тренировки с типичными подтягиваниями, отжиманиями. Каждый день менялись вариации подтягиваний, отжиманий и так далее. Все упражнения он делал по 3 подхода на максимум. А я напомню, на моем канале Владарович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Статика и совмещение. Не часто, но все же у Азарова выходят видео со статикой. И из самых сложных элементов для себя он называет full планш и передний вис на одной руке. Да, их еще стоит доводить до идеала, но техника уже приличная. Динамику и статику можно тренировать одновременно на одной тренировке, как делает наш герой. В начале тренировки делает комбинации элементов. Позже, как почувствует, что начинает забиваться, берет себе, например, 2 элемента из динамики и оттачивает технику. Далее статика, те элементы, на которые остаются силы. И в конце либо база, либо подводящие элементы на статику, что тоже идет на проработку и укрепление мышц. Страховка. На вопрос, где берет с ребятами маты, матрасы и как хранит, Данил уже отвечал на своем YouTube. Но теперь дополнительный вопрос, как ребята их сохраняют в дождь и куда убирают на зиму. Также многим будет интересно, где проходят тренировки в холодное время года. Данил сообщил, что когда идет дождь, они с матрасами ничего не делают, и как начинает греть солнце, они просто высыхают. И зимой никуда их не убирают, все так же стоят на своих местах. И тренируется все так же атлет на улице. В плане занятий зиму переживать очень тяжело, так как температура в среднем от минус 20 до минус 40 градусов, но тренировки продолжаются. Улица или зал? Как мы уже поняли, Данил тренируется только на улице. Все же я задал вопрос, как относишься к мнению, что уличному воркаутеру нужно тренировать динамику изначально только на улице, несмотря на риск травмы. Ведь если мы будем учиться в гимнастическом зале, то потом на улице придется переучиваться, преодолевать страх падения заново. Именно этого мнения придерживался и Рустам из Махачкалы, герой нашего предыдущего выпуска. Данил частично согласен с этим утверждением, так как была как-то возможность ходить пару дней в зал. За эти дни он выучил пару новых соскоков, которые потом атлет без особого труда поставил и на улице. Но бывало и такое, что, например, умел элемент егер на улице и в зале его делал каждые 10 минут, но после того, как вернулся к тренировкам на улице, делать его там стало по каким-то странным причинам страшно. Все же, его мнение, лучше тренировать динамику сразу на улице, с матрасами, ну или хотя бы на песке. Почему динамика? В воркауте много разных направлений, почему выбор пал именно на динамику, что движет атлетом и чего хотел бы достичь в этом направлении. Например, выучить новый редкий элемент, придумать свой или победить на каких-то конкретных соревнованиях. На самом деле, атлет изначально выбрал статику. Он делал ее полгода, а потом друг рассказал о динамических элементах. Азаров начал учить их, и в итоге, из-за того, что динамика далась ему легче, он сосредотачивался на ней. На время почти забил на статику, но уже с прошлого года, 2019, он начал одинаково уделять время и статике, и динамике. Теперь Данил не может
утвердительно сказать, что относится только к динамике. Он еще и статик, где уровень повышается. Ребят, кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании, там все подробности. А мы продолжаем выпуск. Планы на будущее. Данил говорил, что хотел бы поехать в будущем и побороться за места на чемпионате мира. Для этого нужно как статику, так и динамику держать плюс-минус в балансе по уровню. Атлет по-прежнему хочет выиграть на чемпионате мира, и единственное, чего ему не хватает, по его мнению, так это статики. Навыки в динамике скорее на мировом уровне, да и в балансах довольно неплох. Можно сообразить много разных вариаций стоек на одной. Следовательно, сейчас он больше занимается тем, что повышает статику. Рост и элементы. У Данила довольно большой рост, как для воркаутера, 1,80 м. Длинные рычаги рук, ног, а вес порядка 65 кг. Статику с этим ростом точно сложнее выполнять. А что насчет динамики? Сложно ли даются такие элементы в сравнении с другими? На самом деле, говорит Азаров, не очень сложно. Вначале, конечно, учился медленнее других ребят, но потом конкретно обогнал их и стал учить большинство элементов за минут 15-20 чисто попытками. Как выглядят сейчас тренировки Азарова? Как он выбирает, что тренировать в конкретный день? Сколько по времени обычно длится его занятия? Тренирует ли сразу несколько элементов или 1, 2, 3 максимум? Когда атлет приходит на тренировку, он отталкивается от состояния. Что больше получается в этот день, то и тренирует. Если больше идет динамика, то упор ставится на нее. А если с динамикой не идет, то соответственно на статику идет больше времени и усилий. Обычно тренирует несколько элементов, но выделяет себе в неделю 2 дня, который оттачивает качество 3 каких-либо элементов. Это те движения, которые парню не нравятся в его исполнении. В основном тренировки проходят 4-6 часов. Как говорилось ранее, это не только сплошной тренинг, а перерывы, общение, перекусы. Кстати, не пропускай опросы о следующих темах видео на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми сейчас колокольчик рядом с подпиской и выбери пункт «Все уведомления». Также включи уведомления от YouTube на смартфоне. Топ-элемент – самый сложный элемент, который Данил умеет сейчас и который планирует выучить. Вообще, самым первым элементом на турнике это был 360, и учил его 20-30 минут. На данный момент он хочет выучить такое движение – сделать егер и встать на турники ногами в стойку. Уже были попытки, где он пробовал данный элемент, но не получалось устоять на нем. По динамике в мировом уровне Данил равняется на Ихвана, который известен победами на мировых соревнованиях World of Bar Heroes 2019 в Германии, Battle of the Bars 2018 в Арабских Эмиратах и Кубок мира по калистенике в 2016 в Болгарии. Второй – Виталий Меренцев. Думаю, его особо представлять не нужно. Кстати, во второй части с Азаровым я расскажу про его отношение к Меренцеву, кто бы победил в возможном батле и пару интересных моментов. Так что жми подписку и колокол. Третий атлет – Маури, победитель Battle of the Bars в Колумбии. Честно говоря, я о нем даже никогда и не слышал, но он очень хорош. Если в статике я знаю почти всех, старую и новую школу, то динамика, благодаря выпускам на этом канале, открывается заново. Лично мне многое напоминает историю, как начинал License, сколько тренировался и как проводил время. Дэниел тоже первый год уделял базе, далее была статика, ну и для соревнований уже разучивал динамику. В нашем случае Данил Азаров больше динамик, но и статику, как видим, не то чтобы не забрасывает, а даже активно работает над тем, чтобы в ближайшее время конкурировать за призовые места на чемпионате мира. Поскольку наш герой еще молод и сейчас находится на таком приличном уровне, то весьма вероятно, что именно он будущее воркаута, будущий мировой чемпион. Ну а вы, ребят, как думаете, глядя на Данила, скоро ли мы увидим его на мировой воркаут-арене? Пиши свои прогнозы в комментариях. Ссылки на новый Instagram и YouTube канал Данила под этим видео. 250 лайков под этим роликом, и я выпускаю вторую часть интервью с еще более интересными ответами Данила. Ребят, присылайте свои истории или знакомых мне в ВК, Instagram, Telegram или Facebook. Если это покажется действительно стоящим внимания, ваша история будет необычна, интересна широким массам, то обсудим выпуск на канале. Кому интересно получать текстовые версии моих сюжетов, аудиоподкасты выпусков, статьи от меня на тему тренировок, питания, воркаута в целом и прочие ништяки, которые вы можете читать, слушать, смотреть в любое удобное время, то я создал телеграм-канал Владарович о воркауте, подробнее под роликом. И узнай, как можно скачать мою мини-книгу о воркауте, переходи по ссылке в описании. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владарович.
Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу